Короче, большой кошмар для любого автора видео генерируется после кнопки «Опубликовать». Как только она прожата, сразу образуются две непредсказуемые переменные. Первая — а зайдет ли вообще этот контент зрителю? А вторая — как с тобой поступят алгоритмы площадки? Причем эти два параметра не особо-то зависят от вложенных трудов. Приведу пример. Короткий видос об игроке, который упоролся в прокачку кузницы, ковался примерно 5 часов. Текст, монтаж, переходы, звуки — все аккуратненько подбито. Итог. На площадке ВК видео еле перевалило за 300 просмотров. Ну что ж, бывает, двигаемся дальше. Находим ультрабаянистый прикол. Клеим на него надпись, которая связана с ГВД, слегка заботимся об ушках зрителей, выравнивая звук, и... счетчик перевалил за 500 000 просмотров. Желая хоть как-то разобраться в этом моменте, я пошел к одной знакомой, которая шарит за тренды. Так вот, на вопрос о том, как бы во второй раз поймать эту волну алгоритмов, она ответила: вот, там вы прошли, вы там выбрал то, ну и все. Тактический турнир лидеров с тактической ситуацией, воспроизвести которую сейчас уже не удастся. А хорошо это или плохо, решать вам. Красный играет от стрелковых юнитов с поддержкой Энта. Синий тоже не забыл зарядить лукарей. Но его молотобойцам есть что сказать большим существам за счет умения убийца гигантов, которое сначала направляется в личей. Слышь, мобой, а может тебя запушить? Я тебя сам сейчас запушу. Бро, а что за агрессия? Хочешь, чтобы тебя на камеру отпиздил? Ладно. Энт оплетает корнями молотобойца и попадает под фокус подошедших войск, что по сути ему только на руку, так как продлевает время стрелкам за счет корней. Но здесь происходит тот самый ключевой момент. Хозяйки через удар хлыстом везет на выпадение берсерка. Затем метатели и арбалетчики перестраиваются поближе к Энту, и сработавший берсерк проходит по одному из них. Казалось бы, все логично. Однако в момент этого удара оплетающие корни на синих стеках просто исчезли, и они смогли спокойно докопаться до стрелков. Я их скинул. Это было крейзи. Давай вали. Малый турнир на 22 уровне. Слева красный демон Хаосид с поддержкой адского пламени и битвой до последнего. Справа же НПС Атакер с веткой природы и шансами на победу всего 33%. А это значит, что у КД процент равен. Третья линия расстановки НПСа не предполагает игру от обороны, поэтому он врывается в ряды КД, причем довольно мощно. Подрез первых личей подгоняет по шкале вампира, который дамажит демонессу, а вот другие два лича тактично сливают уцелевшие единицы и закономерно выхватывают цепную от КД. Тут спускает с цепи всех церберов. Дракон урона практически не чувствует, а вот вампир слегка напряжен. Короче, не знаю, каким образом сделать лаконичную подводку к следующему приколу, но давайте сделаем вид, что эта подводка была. Итак, вставка про вампира, цербера и КД. Дракон урона практически не чувствует, а вот вампир слегка напряжен. Кинолога с собакой такой, можно погладить? Кинолог такой, да, подходи, она не кусается. И собака такая, да, подходи, блядь. НПСу, с одной стороны, нужно было бы резать личей для увеличения целей, которые бы сработали против каста КД, но он поднимает духа, за счет чего дает ему буст по АТБ и бестелесный не подводит. Минус 2/3 огненных. Поле же заполняется гейтами. Архидьявол стоит, кстати, не на последних ХП, в то время как основные стеки песиков находятся на нем, но адское пламя помогает и им, и призванному кошмару скосить численность дракона. Банши же доводит до ХП пещерку, а Лич поднимает и подгоняет вампа, который тоже оставляет Церберу ХП. Другому же Церберу везет и на попадание, и на пламя по приву, которому дополнительно достается и от молнии КД. Пруха также сопутствует и пещерке, которая успевает выдать урончику Банши, и оригинальному арху, и призванному Церберу, и призванному кошмару, и призванному арху. Ты издеваешься или где, блин? Скорее всего, в пылу битвы НПС забыл полное описание битвы до последнего, которое гласит, что если перед последним ударом в отряде было одно существо, то БДП не сработает. А рядом с его баншей стоит ХПшный Цербер и 75 ХПшный арх, которые кладутся прожатым скорбным воплем, но вместо него банша косит только арха. Тем не менее, бой продолжается. Вампир, танкуя пламя, прорывается к огненному демону, и по сути это теперь все, на чем держится армия КД, которой по шкале сейчас нужно очень постараться. Арх дает удар с пламенем, Церберы аналогично наваливают урона, и хоть его чуть-чуть им не хватает, КД не жалеет своих, шлифует сразу двоих. Все, на что может надеяться сейчас банша, это неудачная вилка арха, которая позволит отрезаться, но адское пламя стирает эту надежду. Победа за КД.
что ж, на этом мы завершим сегодняшний выпуск. Если вам невероятно повезло в бою или ваш знакомый затащил с необычным билдом, то смело присылайте ссылочку, рассказав о ключевых моментах. Ну и конечно же играйте в удовольствие.